Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом видео мы продолжим наше путешествие в Ватанс, в офис Сваровски. Сегодня у нас день 2. В прошлом видео мы посетили музей «Кристальные миры» Сваровски. Ссылка на это видео вот здесь, вот в подсказках. А сегодня я расскажу, что мы видели в офисе Сваровски, в Сваровски Мануфактур. Чудесный день начинается с чудесного завтрака, конечно же. Очень было вкусно. Тут все подряд. И гады, и фрукты экзотические. Первым делом мы отправились в архив Сваровски. Посмотрите, там вот такие вот стеллажи с ящичками, с ящичками, с ящичками. И в этих ящичках кристаллы Сваровски с прошлых лет. В общем, вот так вот выдвигаешь и смотришь. Очень похоже на то, что можно увидеть у нас в офисе. Только у нас в офисе все современное, а там история. К сожалению, они не разрешили ни фотографировать, ни снимать в этой комнате. У меня есть только мой портрет на фоне этих ящиков. И уже из моей памяти стирается все, что я там увидела, но поверьте мне, это было вау, классно. А это вот Сваровски Мануфактур. Меня очень вдохновила вот эта фраза, которая там висит. Прямо она такая: все, что ты хочешь, находится по ту сторону страха. Есть на самом деле о чем подумать, да? И там у них в офисе, когда заходишь, такое вот огромное колесо с кристаллами, которые расположены по цветам. Такой цветовой переход, посмотрите. Колесо со всеми цветами Сваровски. I think that would be really interesting for our customers. Yeah. And what you see here at the end, those are actual old recipes, how we create that color. So on the side here you would see a recipe for the color green. И там по краям этого колеса рецепты написаны для цветов, которые они здесь производят. Кто понимает химию, тот, наверное, что-то здесь поймет, что здесь за рецепт, но лично мне это вообще ни о чем не говорит, но так посмотреть довольно интересно. На 100 килограмм песка, содиум карбоната 33, кальциум карбоната 20. Короче, вот, берем вот это все и делаем кристаллы Сваровски. Изи, все так просто. Тем более рецепты уже все написаны. В общем, вот она я на фоне этого колеса. Вот оно такое. Все цвета Сваровски тут. You know, for example, to China and sell the products in China, people were like, why are you using a sea star? They didn't know what it is, so that's why we created the swan alternatively. And also, you can also see on here, once we turn, don't turn it too fast, because I'm worried that it will fall off. И там есть такая комната. Я не помню, что в этой комнате было, для чего она. Но мне кажется, она и в музее вполне могла присутствовать. Я в ней сфоталась. Очень много стекла и отражений. И это все отражается наверху до бесконечности и внизу до бесконечности. И самое прикольное, что я была так рада, что я оказалась там в брюках. Вот, посмотрите, что мы видим, когда смотрим наверх. Просто бесконечное количество повторов себя же сверху. А когда мы смотрим вниз, тут тоже очень интересный вид открывается. Хорошо, что я была там в брюках. Зеркальная комната. А вместе смотрела? Сама на себе стою. Вот такая вот там была интересная комната. Я не помню, что это такое, для чего она. Но вот тут вот на этих на полочках прям видно, там разложены кристаллы. То есть просто какая-то комната, просто заходишь, там типа, вау, прикольно.
Может быть, для видео. Может быть, для того, чтобы клиенты говорили «Вау». И мы прошлись с экскурсией по Сваровски мануфактур. Это офис Сваровски. И заглянули в несколько комнат. Я сейчас интересное вам покажу. Просто смотрите, открываем шкафчик, а там насыпаны кристаллы. Лежат вот старые упаковки кристаллов. Какой сундучок. Прикиньте, как классно вот так вот засунуть руку в кристаллы Сваровски. Реально. Это тебе не в муку, не в гречку. Вот еще. Продолжение. Сейчас, давай. Просто кайф. Ощущение от этого просто чистый кайф. Я даже забыла, что я так делала. Всякие вышивки интересные. С кристаллами Сваровски. Очень вдохновляющие. Сваровски с сушеными цветами, с сушеными травами сочетается просто идеально. Вот этот бантик. We were already looking at the Shirley Bassey, the green dress today that was from Shirley Bassey. Тот самый, который Даниэль носит на этой картинке. Эти подружки Джеймса Бонда. Those are old color charts as well, or old product charts that we used to have. This was old, a color chart from Украшения всякие. В общем, круто. А вот это что, я вообще не поняла, тоже старая карта цветов, каких-то то ли кабошонов, то ли жемчуга, посмотрите просто. Сейчас ничего подобного вообще в ассортименте Сваровски нет. Видите, вот всякие кабошоны. Здесь с эффектом мрамора у них окраска. Тут вот тоже какие-то граненые мраморные бусины. Это все, видите, Сваровски из каких-то вот древних веков. И на саму фабрику никого не пускают. Даже сотрудники Сваровски не все туда могут пройти. Только те, кто годами, поколениями производят эти кристаллы, коренные жители Ватанса, вот только им можно зайти прям в святую святых. Всем остальным ничего никогда не показывают внутри. Есть просто такая, ну, как бы обзорная поверхностная экскурсия, ну, типа вот в общих чертах, как это все делается. И нам показали. И сейчас мы просто послушаем эти ролики. Непонятные штучки и минералы. Цвет добавляется в самом начале. В секретной пропорции все смешивается. Вот в такую вот, такой песок. А затем расплавляется и отливается в формы. Например, если мы хотим сделать шатон, то отливаем вот такую вот форму для шатона, которая потом будет огранена. То есть для того, чтобы сделать вот такой здоровый шатон, надо отлить сначала вот такую вот штучку-дрючку. Нашла ответ на вопрос, почему красный цвет сложнее и дороже, чем другие цвета. Когда мы только начали продавать бисер лет 13 назад, я заметила, что у производителей, у японских производителей, вот у тех самых, которые делают высокотехнологичный бисер, Тоха, Миюки, все равно красные оттенки, во-первых, от партии к партии цвет отличается, они не всегда одинаковые. Когда-то они могут быть посветлее, когда-то потемнее. Все равно, если ты покупаешь один и тот же, например, 5C Тоха,
то сегодня он может быть один, а через год можно получить совсем другой. Также очень мало вариантов красных оттенков. Если мы посмотрим на синие, на зеленые цвета, то там просто вот столько вот возможных вариантов. Синий-зеленый, синий-синий-зеленый, туда-сюда. То есть, а вот желтые, красные, это прям какая-то беда. Реально прям несколько оттенков и все. И то они все время такие вот разные. Меня все время этот вопрос волновал. Еще они стоят дороже, чем другие простые цвета, типа там синего и зеленого. И это я заметила не только у японцев, но еще и у чехов то же самое. В бусинах Fire Polish всегда красные оттенки стоили дороже. И они всегда были не такие же, как раньше. И меня этот вопрос волновал. И на фабрике Swarovski наконец-то я нашла для себя ответ на него. Для производства красного надо сделать сначала желтый, потом снова нагреть его, и только после этого, после повторного нагревания, получается красный цвет. А вы это знали? Я нет, только что узнала. И вот штуки отливаются из стекла, и их потом, видите эти детали, всякими специальными инструментами, их полируют, делают им огранку. И там демонстрация того, как сделать из вот такой вот стеклянной просто глыбы красивую фигурку Swarovski. Прямо пошагово, поэтапно лежит. Сначала глыба, потом показываются инструменты, каким это все делается. И дальше потихонечку добавляем грани, и получается знаменитая статуэтка Swarovski. А чтобы сделать кристаллы, сначала делаются вот такие вот маленькие шарики. Потом в специальных машинах им делают грани, и потом уже наносят фольгу, и получаются шатончики. Вот так вот просто, как раз, два, три. Шарики, грани, фольга. Можно брать на вооружение и повторять идею. И там вот мы сидели, ждали, когда нам будут презентацию делать, и в этом помещении просто вот такое вот классное такое дерево, как сакура Swarovski. В общем, классно, в какую комнату не попадешь, везде глазу есть за что зацепиться. Все время что-то интересное, блестящее попадает в поле зрения. Какие сапожки. Тоже прикольно, просто фотка. Классные серьги мне понравились очень. У нас есть такая фурнитура, можно сделать похожие серьги. А в Ваттенсе уже весна, цветочки вовсю цветут, красота. Посмотрите, какое офигенное плоское дерево. Они его специально так распластали, и оно плоское, украшает дом. А вот это вообще чума. Там пчелки летают. Розовая яблоня или что это? Эти люди живут в раю. Горы. Когда в Москве еще холодно и серо, у них уже сакура цветет. В общем, красота. И еще одну классную вещь мы увидели в магазине Swarovski. Всякие порошки, Ариэль, упаковки с хлопьями, с кукурузными. Они инкрустированы кристаллами. То есть они не такие вот картонные, как обычно нарисованные, а нарисованы кристаллами. И с тех пор у меня есть мечта. Я хочу себе сделать кристальную кухню, на которой вот так же, вот как здесь, будет все стоять, сиять и сверкать. Посмотрите. Зашли в супермаркет, а тут, посмотрите, всякие няшки-вкусняшки из Swarovski. Порошок, корнфлейкс, швепс. Все блестит, блестит и сияет. Прям захотелось какую-нибудь банку фанты так обклеить, да и дома поставить. Или мюсли какие-нибудь, или из Макдака чашечку, Несквик. Класс, да? Вообще.
Вот бы в таких, такие магазины существовали, да, все в таких упаковках продавалось бы. Круто, да, выглядит вообще? До сих пор у меня эта мечта есть. Я тогда баночку фанты захотела. И с Кирой. Вафельки. Мы были в Обер-Абергау и ели там вот такой вот вкусный бургер. Озеро Шлирце. В общем, это была незабываемая поездка, море впечатлений. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, заглянуть в святая святых, в мануфактур, в офис Сваровски вместе со мной, пройтись и вспомнить, посмотреть, как у них все устроено, как делаются кристаллы и какие красоты вокруг них. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы с Галей дурачимся, вылезаем из люка машины. К сожалению, и Галя Луканина, Мила, Даша, Аня, с которыми мы работали 6 лет, с которыми я стала прям очень близка, которые мне уже даже больше не партнеры, а подружки, они больше не работают в компании Сваровски с 1 ноября этого года. И в связи с этим все эти фотографии, где мы вместе ездим, они для меня приобретают... Я сейчас расплачусь, правда, мне становится грустно. Сейчас. Нет, мне правда грустно становится. И в связи с этим все эти фотографии, все эти воспоминания лично для меня становятся с таким привкусом грусти. Время, которое больше никогда не повторится, но я знаю, что будет что-то более лучшее и хорошее, и я очень рада, что вы были в моей жизни. Нет, все, ладно, все. В общем, столько лет вместе было прожито, столько много всего было. Нет, я сейчас опять разрыдаюсь. Ну все, ладно, это надо вырезать. Нахрен. Подумаешь, не работает больше. Вместе с этими людьми из компании Сваровски уходит и очень большая и очень важная часть меня, потому что я очень сильно привязываюсь к людям, мне вас будет очень сильно не хватать, и я надеюсь, что мы все равно продолжим с вами общаться в дружеском формате уже в нерабочее время. Я очень много раз говорила, и те, кто с нами давно, вы это прекрасно знаете, что Сваровски лично для меня это не просто бизнес, не просто купил, продал. Это личная история знакомства с вами, знакомства с сотрудниками компании Сваровски, которые нас поддерживали, с которыми мы придумывали много-много всего, разные конкурсы, разные розыгрыши, чего мы только с ними не делали. Я думаю, что вы чувствуете то же самое, поэтому давайте сейчас все вместе напишем в комментариях слова благодарности команде Сваровски России, которые эти все годы были вместе с нами, присутствовали. Для вас может быть незримо, но Галину Луканину, например, знают многие из вас, потому что она проводила презентации в нашем офисе, и мы постоянно проводили эфиры, и у нас даже здесь вот есть в подсказках ссылка на ролик, где Галя рассказывает про коллекцию кристаллов Сваровски прямо здесь, в этой нашей студии. А среди всех, кто оставит комментарий к этому ролику, мы разыграем 2 каталога Сваровски Time to Shine вместе с коробочками новинок. Здесь много-много-много информации не только про кристаллы той коллекции, но есть фотки флагов, и всякие вдохновляющие картинки, на фоне которых вы можете выкладывать свои украшения и фотать их красиво в Инстаграм. Вот они, фотофоны, о которых вы нас просили.
А в коробочке Time to Shine новиночки сезона весна-лето 2021. Вот они, красотулечки. Оставляйте комментарии. Среди всех, кто отметится в комментариях, мы разыграем 2 набора. Коробочки и каталог Сваровски. Пока-пока. Мне вспоминается. Мне вспоминается. Блин, ну как же это было нормально и стало ненормально. Всем привет, с вами Татьяна Захарова, и это мы снимем чисто для того, чтобы мне успокоиться. Успокоиться. Все. Всем привет, и это чтобы успокоиться. Часть 2. Да, классно вообще. Ничего не показала, но классно. Очень-очень-очень. 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 Тебе есть о чем подумать? Ну да. И да. Все.